Всем привет, дорогие друзья! В этом видео с вами вяжем паутинку из кид мохера на шелке. У меня 840 метров в 100 граммах, 70% кид мохер и 30% шелка. И также в добавлении идет ниточка с пайетками 2 миллиметра. Это 50% хлопка и 50% полиэстер. 500 метров на 100 грамм. Для работы я использую спицы номер 10 и вяжу регланом сверху. Вот схема нашего вязания. Мы наберем 48 петель, из них по одной петле на линию погона. Дальше мы сделаем развороты несколько для поднятия плеч, чтобы был скос плеча. По 23 петли идет на спинку и на перед. Вместе с вами я провяжу с поворотами. Вот здесь мы будем начинать, затем провяжем одну часть спинки 2 петли, повернем на переднюю полочку, провяжем 2 петли и продолжим уже вот с этой стороны. Дойдем вот сюда до передней полочки, провяжем 2 петли, повернемся вот сюда, затем развернемся опять на переднюю полочку, пройдемся по спинке и вот сюда. И затем будем вязать по кругу. При этом в каждом ряду, в лицевом и изнаночном, мы делаем прибавки. Мне нужно здесь, чтобы было 10 петель. Итак, я использую спицы 10 миллиметров. Деревянными удобнее всего, они не скользят и они легкие. Самым классическим способом длинный хвост набираю 48 петель и одну для смыкания в круг, то есть 49 петель всего. Итак, набрали 49 петель, сильно не затягивайте при наборе. И теперь мы соединим их в круг. Я вот так вот их распределяю, где-то по центру вытягиваю леску. И аккуратно, чтобы не перекрутился наборный край, перемещаю другой конец на спицу. Вот так. Так, в правой руке у нас рабочая нить. Теперь нам нужно с левой спицы первую петлю перенести на правую. Я это делаю с помощью крючка. Можно другой спицей себе помочь. Вот так вот перенадеваю петлю. И первую петлю с правой спицы я вот так вот надеваю на вот эту петлю перенесенную. Затем затягиваю ниточки вот здесь. И первую петлю возвращаем на левую спицу. Отмечаем начало ряда. Так, повесили маркер и далее начинаем вязать первый ряд. Рабочую спицу достаю и провязываю лицевыми. При этом уже сразу отмечаю маркерами количество петель на спинку. Сейчас мне нужно провязать 23 петли. Провязываю просто лицевыми. Так, вот таким образом снова перемещаю спицу. И далее провязываю. Это у меня 20, 21, 22, 23. Далее у нас идет одна петля погона. Мы ее также отмечаем маркером. Вот так вот. Провязываю ее лицевой. И остается довязать еще 23 петли и одну петлю погона. Ну, соответственно, эту петлю я уже не отмечаю, так как у меня здесь стоит маркер начала ряда. Так, далее мы уже начинаем вывязывать поворотными рядами. Вот наше начало ряда после одной петли погона. И я провязываю 2 петельки спинки.
1, 2. И разворачиваюсь теперь. Так, сейчас я перенесу вот эти петли все на одну спицу. Таким образом. И теперь делаем разворотную петлю немецким способом. Вот таким образом я переношу на правую спицу и задваиваю ее, натягивая нить вот так от себя, чтобы образовалась двойная петелька. Далее провязываю одну петлю спинки. Так, и здесь мы начинаем уже делать прибавки. В изнаночных рядах мы будем делать прибавки таким образом. Перед петлей погона мы из протяжки вот таким образом достаем вот эту вот протяжечку и надеваем вот правой стеночкой на левую спицу. Вот так у нас выглядит сейчас протяжка на спице. И за заднюю стеночку, за заднюю скрещенно, мы провязываем изнаночную петлю. Вот так. То есть у нас получается в изнаночном ряду наклон влево. Далее провязываем петлю погона. Слева от петли погона мы делаем прибавку таким образом. Надеваем протяжку левой стеночкой на спицу и провязываем вот так за левую стенку переднюю изнаночной скрещенной. То есть у нас наклон идет вправо в изнаночном, а в лицевом ряду у нас будет в зеркальном отражении прибавки. Я покажу. Так, значит, мы провязали петлю погона. Далее провязываем вот эти две петельки передней полочки. 1, 2. Так, разворачиваемся снова. Вот здесь я отмечу, что мы провязали 2, затем вот эти 2. Далее разворачиваемся и идем по спинке вот сюда. Петелечку разворотной делаем на себя в лицевом ряду, задваиваем петлю поворотную и далее вяжем с прибавками. Так, мы здесь вот эту прибавку провязываем из изнаночного ряда лицевой, и теперь нам снова нужно сделать прибавку. Прибавку справа от петли погона мы таким образом провязываем, надеваем снова же протяжку на спицу левой стенкой на спицу и за нее провязываем скрещенную лицевую. Вот так. То есть у нас идет наклон вправо в лицевом ряду. Далее петля погона. И снова мы достаем протяжку, делаем прибавку. Вот так вот правой стеночкой на левую спицу надели. И за заднюю левую стенку провязываем лицевую. То есть в лицевом ряду у нас здесь идет наклон влево. Вот так. Все, дальше мы провязываем лицевыми. У нас идет здесь задвоенная петля, мы ее провязываем вот так за две стеночки передней лицевой. И дальше нам нужно провязать до желтого маркера вот сюда и провязать еще 2 петли после него. Итак, я довязала до желтого маркера нашего, и здесь мы снова делаем прибавки. Так, значит, здесь справа мы надеваем протяжку правой стеночкой на спицу и за заднюю левую стеночку скрещенной лицевой провязали. Далее петля погона. С этой стороны мы надеваем протяжку вот таким образом и провязываем за переднюю стеночку левую скрещенную лицевую. Далее петля погона. И с этой стороны надеваем снова протяжку левой стеночкой вниз и провязываем лицевую за левую заднюю стенку скрещенной лицевой. Далее мы по передней полочке сейчас провязываем вот эти 2 петли. 1, 2. И разворачиваемся. Делаем задвоенную петельку. Вот так.
и вяжем до нашей петли погона. Провязали и снова делаем прибавки. Значит, в изнаночном ряду, покажу еще раз, мы протяжку надеваем левой стеночкой вот сюда назад, она у нас за спицей, и провязываем скрещенно за левую заднюю стеночку изнаночной. Далее петля погона, и с этой стороны мы левой стеночкой на спицу надеваем и провязываем изнаночной за эту стеночку. Вот так. Все, далее идем по спинке, провязываем все петли. Так, вот отсюда мы идем в изнаночном ряду. Вот здесь останавливаемся и делаем прибавки. Итак, я дошла до петли погона. С этой стороны мы поднимаем протяжку левой стеночкой назад. Провязываем изнаночной за левую стенку. Затем петля погона. И с этой стороны мы левой стеночкой вперед надеваем протяжку и провязываем за эту левую стеночку изнаночную скрещенную. Так, значит, здесь мы провязываем, прибавочка у нас была. Так, еще одна, то есть доходим до задвоенной петли, это наш ориентир, вот она задвоенная петля, и провязываем ее за 2 стенки задние, вот так. Так, то есть мы дошли вот сюда до задвоенной петли и провязываем еще 3 петли переда. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Так, делаем разворотную петлю. И снова идем до линии погона. Вот она моя петля. И теперь делаем прибавочку. Левой стеночкой вперед провязываем лицевую скрещенную, да затем петля погона. И с этой стороны левой стеночкой назад и за левую стенку провязываем лицевую. Вот так. Все, далее провязываем. Мы сейчас идем в лицевом ряду, вот так по спинке. Здесь делаем прибавки, вот здесь остановимся. Итак, дошли мы до нашей второй линии погона и вот так вот надеваем протяжечку за левую переднюю стеночку, провязываем скрещенную лицевую, затем петля погона и с этой стороны левой стеночкой назад надеваем. Вот так провязываем за заднюю стенку лицевую. Так, далее мы вяжем до задвоенной петельки. Провязали петлю за обе стенки и провязываем еще 3 петли передом. 1, 2, 3. Все, разворачиваемся. Дошли до петли погона и делаем прибавки. Справа мы левую стеночку назад убираем, за нее провязываем изнаночную, затем петля погона, а слева левую стеночку вперед и за нее провязываем скрещенная изнаночная. Вот так. И далее провязываем изнаночными. Так, в изнаночном ряду я дохожу до центра спинки, провязываю центральную петлю и разворачиваюсь в лицевой круговой уже ряд. Так, задваиваю вот так петлю, как
мы это делаем обычно. И теперь вяжу лицевыми по кругу, продолжая делать прибавки по плечам. Итак, провязываем. Провязала до линии погона, делаем прибавку. За левую переднюю стеночку провязываем скрещенную лицевую. Итак, давайте сейчас посмотрим, сколько еще нам сделать таких прибавок. Всего мы сделали по 4 прибавочки с этой стороны и с этой стороны. И теперь от центра спинки идем по кругу. То есть нам еще нужно сделать 6 таких прибавок. Я буду себе отмечать. Вот я сейчас делаю вот здесь и вот здесь. Так, с левой стороны прибавочка в лицевом ряду за заднюю левую стенку. Так, и далее вяжу лицевыми. Провязываю все петли переда до следующей плечевой линии. По передней полочке мы здесь прошли задвоенную петлю, и вот вторая задвоенная петля тоже за 2 стеночки мы провязываем вот так лицевой. Так, довязываем до линии плеча. Вот она. И здесь делаем снова прибавки за переднюю левую стеночку. Потом петля погона. И с этой стороны за заднюю левую стенку. Так, это мы здесь сделали прибавки. И таким образом мы провязываем самостоятельно еще, так, 5 есть, еще 5 таких рядов. Итак, мы провязали 10 петель, то есть прибавки сделали в каждом ряду 10 раз. С одной и с другой стороны, соответственно. И далее буду уже выполнять прибавки на рукав. Расширяться будет вот здесь рукав. У нас сейчас от маркера до маркера по 43 петли. И начинала я делать прибавки вот здесь от желтого маркера. Сейчас показываю, как их делаю с этой стороны. Мы подошли к регланной линии. Первые прибавки будем делать вокруг регланной линии, как обычно мы делаем, но уже в другую сторону. Значит, мы делали с наклоном в сторону полочки. Сейчас будем делать с наклоном в сторону рукава. То есть я поднимаю правой стенкой слева от регланной линии на спицу и за заднюю стенку провязываю скрещенную лицевую. Далее провязываю регланную петлю, и с этой стороны я делаю прибавку с наклоном вправо. Поднимаю протяжку левой стенкой на спицу и за переднюю стеночку провязываю скрещенную лицевую. И таким образом мы теперь будем делать прибавки не вокруг регланных линий, а вокруг добавленных петель. То есть следующие мы будем делать прибавки вот здесь. То есть у нас здесь будет расширение идти в каждом ряду на 2 петли, 3, 5, 7 и так далее. Далее довязываем ряд до конца лицевыми петлями и встретимся в следующем ряду. Я еще раз покажу, как мы сделаем прибавки. Итак, дошли во втором ряду. Я не довязываю до прибавки, которую сделала в прошлом ряду, и получается делаю прибавку уже до первой прибавки. Так, значит, правую стеночку на левую спицу, за заднюю стенку провязываю петлю, то есть наклон идет влево. Далее провязываю 3 петли центральные, это уже петли рукава, и снова делаю прибавку, только уже с наклоном вправо, за левую стенку переднюю. Вот, у нас уже 5 петель идет на рукав. В следующем ряду мы сделаем 7 петель, то есть вот 5 петель не довязали, здесь прибавка и здесь прибавка. И таким образом в каждом ряду опять же мы делаем прибавки на рукав. Итак, я сделала 18 прибавок, то есть провязала 18 рядов с прибавками в каждом ряду с одной и с другой стороны рукава. Вот у нас идет прибавочка первая в другую сторону, и мы так и считаем: 1, 2, 3, 4, 5 по косичкам, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. И сейчас у меня на рукав уходит 37 петель. Далее я продолжу вязать прибавки на рукав, но при этом еще и прибавлю 3 петли с каждой стороны на полочку. Вот как я это буду делать. Значит, не довязывая одну петлю до рукава, мы делаем прибавку в сторону полочки, то есть вправо. За левую переднюю стенку я провязываю скрещенную лицевую. Вот так. Далее провязываю одну лицевую и тут же снова делаю прибавку, но в сторону рукава с наклоном влево. И продолжаю вязать рукав. То же самое я повторю с другой стороны рукава, и на втором рукаве то же самое. Я довязываю петли рукава и делаю прибавку с наклоном вправо в сторону рукава. Далее провязываю одну петлю и делаю прибавку в сторону полочки с наклоном влево. И далее вяжу все петли полочки до следующего рукава, и там поступаю точно так же. И так я делаю 3 ряда. Вот первый провязали, потом второй, и в третьем то же самое. Выполним по одной прибавке в каждом ряду на тело с одной и с другой стороны, и продолжаем делать прибавки на рукава. После того, как выполнили 3 прибавочки на тело, мы отделяем петли рукава. Я перенесла их на отдельную спицу, можно на ниточку отдельную перенести. И сейчас будем соединять перед со спинкой. И я набираю на подрез 6 петель. На большой пальчик наматываю ниточку 2 раза и из-под нижней подхватываю верхнюю нить. Подтягиваю. Первая петля. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. И продолжаем вязать вторую полочку. Значит, петли мы отделяли. Вот там, где у нас идет последняя петля, перед которой мы делали прибавки на рукав, она уходит в тело. Все остальные петли в рукав. И далее вяжем лицевыми петлями до следующего рукава. Прибавки закончились, и мы будем вязать дальше тело по кругу. Подошла ко второму рукаву, и здесь тоже самое. Набираю 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Петли рукава сняла на дополнительную нить и далее продолжаю вязать. Все, подрезы мы выполнили. И теперь наша задача просто провязать по кругу. Еще покажу, как я провязываю петли подреза. Так, петли подреза провязываем за заднюю стеночку, чтобы укрепить их вершину. Все, точно так же провязываем второй подрез и вяжем по кругу на необходимую длину. После подрезов по кругу я провязала 34 ряда в круговое тело. И затем перешла на резинку 1 на 1. Резиночку вяжу спицами номер 8. И 6 рядов резинки 1 на 1 провязала. Далее закрываю таким образом. Самым простым. Лицевую провязала и закрыла предыдущей петлей. Петли немножко вытягиваю. Далее провязала изнаночную и закрыла. И чередуя лицевую и изнаночную, вытягивая петли, закрываю так по всему низу.
Рукавчик по кругу без сокращений, без убавок я провязала 39 рядов. И сейчас перехожу на манжету, резиночку. Вот таким образом. Свяжем спицами номер 5,5 и сократим петли. На спицах у меня сейчас 54 петли, нужно выйти на 34, сократить 20 петель. И мы будем провязывать, сокращая каждую третью петлю. Я беру спицы 5,5 и вяжу резиночку 1 на 1, сокращая каждую третью петлю, то есть провязывая вторую и третью вместе. Лицевая и 2 вместе изнаночные, лицевая, 2 вместе изнаночные. По кругу провязываю все петли, потом в итоге подсчитаю, сколько петель мне нужно еще сократить или не сокращать. И здесь уже стараюсь подтягивать хорошо петли, чтобы уже шло заужение рукава. В конце провязала лицевую и изнаночную одну, и на спицах у меня сейчас 36 петель, и в следующем ряду еще 2 петли сокращаю. Провязываю лицевую и изнаночную вместе как лицевую, и теперь провязываю изнаночной 2 петли, изнаночную переставляю вперед и провязываю вот так. Все, и далее вяжу резинку 1 на 1, 5 рядов. 5 рядочков провязали, и далее я закрываю иглой. Первая у нас идет лицевая, я подхватываю левую стенку лицевой, то есть переднюю у меня она идет, и подхватываю заднюю стенку следующей лицевой, минуя изнаночную. Мы будем соединять изнаночные с изнаночными, лицевые с лицевыми. Вот за стенку подхватила и сняла, а вторую петлю за правую стеночку подхватила, за нижнюю. Все, протянула ниточку. Далее подхватываю изнаночную и снимаю, и подхватываю вторую изнаночную за заднюю стенку. Подтянула ниточку. Далее лицевую снимаю за левую стенку, подхватываю вторую за правую, подтягиваю нить. Далее подхватываю изнаночную за нижнюю правую стенку и подхватываю вторую за нижнюю правую стенку. Далее лицевую сняла за левую, подтянула вторую за правую и протянула нить. Далее изнаночную под правую стеночку и внутрь от себя за заднюю стеночку также. Сняли лицевую, подхватили вторую и также изнаночную сняли и подхватили вторую. Таким образом закрываем до конца по кругу. И в конце нам нужно соединить последнюю с первой петлей. Лицевую я снимаю, подхватываю за левую стенку, и вот наша первая лицевая, подхватываю ее за правую стенку. И точно так же с изнаночной. Изнаночную подхватываю за правую стенку. И вот наша первая изнаночная. Подхватила также. Затем продеваю вот сюда за левую стенку в лицевую. Так, и вот во вторую лицевую. Затем на изнаночную сторону перевожу нить и закрепляю здесь внутрь косички. Таким образом. И все, рукавчик готов. Далее мне для обработки горловины понадобится крючок 3,5 у меня. И от красного маркера, то есть от начала ряда, в первую дорожку петель ввожу крючок, подсоединяю нить
закреплю ее вот таким образом. И далее ввожу в следующую дорожку петель, вершину, и сразу протягиваю через петлю. Здесь важно петли не затягивать, а вытягивать их наоборот на длину вот этого расстояния до следующей петли. Если же вы хотите, например, затянуть немножко горловину, можно, конечно, и подтягивать. Здесь уже регулируете сами вот этот процесс. На спинке я немножечко подтяну, вот здесь затяну, а по переду буду выполнять вот такую косичку на расстоянии петель, тех, которые есть. И вот так в каждую вершину, вытягивая петли, вот так. И получится вот здесь по лицевой стороне красивая косичка. Поясок буду вязать чулочными спицами номер 4,5. Для этого набираю классическим методом длинный хвост 3 петли. Переношу петли на конец спицы и провязываю, как обычно, справа налево лицевыми. Три петельки. Снова переношу на другой край спицы и провязываю за правые стеночки все петли лицевыми. Таким образом провязываю необходимую длину. Для цветочка я набрала на спице номер 5,5 94 петли и провязала в высоту 7 рядов, это примерно 5 сантиметров. Не закрываю петли, нить отрезаю и затем продену эту нить через все петли. И теперь можно будет регулировать степень сжатия и формировать цветок. И далее я крючком 1,5 буду обвязывать верх ниточкой с пайетками. Продеваем через первую петлю, затем в вершину петли, затем в промежуток и в вершину петли. Вот здесь главное сделать такую ровную красивую косичку. И так обвяжу полностью вверх. На вторую деталь я набрала 50 петель, тоже на спице 5,5, и провязала в высоту 17 сантиметров. Затем мне нужно сложить вдвое, и я провяжу каждую петельку с нижней петлей набора. Вот так подхватываю первую с первой спицы и подхватываю первую петлю набора. Затем провязываю как одну лицевую. Здесь за каждую вершину вот эту вот петелечку буду поднимать. Так, зацепила петельку и подхватила вершину набора. И так соединю весь ряд. Соединив все петли,
Вот так вот продеваю через них ниточку с помощью иглы. Далее я немножко утюгом отпарила вот эту деталь, чтобы она не пышная была, а вот здесь вот такая более плоская. И далее соединим детали. Здесь тоже у нас затягивается основание. И нам нужно сшить вот эти бока. Вот так за боковые стеночки подхватываю одну сторону и вторую. И таким образом пройдусь до конца. Подхватываем две стороны. Далее формируем цветок так, как нам нравится, и пришиваем две детали. Я сразу фиксирую сердцевинку. И вот так пришиваю. Здесь уже интуитивное шитье, как вам будет удобно и как будет ложиться игла. Затем в основании продеваю булавочку простую и вот так вот продеваю. И затем пристегивается это все к пояску.